Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу торт, и в этом торте будет крем из той вареной сгущенки, которую мы сделали в прошлом видео. Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, что крем получается замечательный, я решила именно этот торт сделать с этим кремом. Торт получается быстрый, легкий, вкусный, и он получится у всех. А крем из этой сгущенки получается намного вкуснее, чем даже из той сгущенки, которую вы купите в магазине. Попробуйте сделать сегодня со мной этот рецепт, и мне кажется, у всех все получится и будет очень-очень вкусно. Сегодня, мои дорогие, я покажу вам рецепт торта, который называется карамелька. Для него нам понадобится 4 яйца и стакан сахарного песка, 200 грамм сахарного песка. Духовку включаем разогреваться тут же, как только начинаем делать тесто. Щепоточка соли и начинаем взбивать. Тесто делается очень-очень быстро. Духовку включаем разогреваться на 200 градусов. Яйца мы взбили до такого состояния и добавляю растительное масло. 120 мл растительного масла. Любое растительное масло без запаха. Ваниль или ванильный сахар. Разрыхлитель 1 чайная ложка. И добавляем чайную ложечку соды. Не бойтесь добавлять и соду, и разрыхлитель. Именно так идет в рецепте. Абсолютно запаха не будет. Содой не пахнет тесто. Добавляю тут же сверху 1 стакан кефира 200 мл. И начинаем взбивать. Буквально опять-таки перемешать нам нужно. Не взбивать, а перемешать. Мне кажется, это один из немногих рецептов из 80-х, куда входило в состав растительное масло. Обычно делали на сливочном масле. В тесто идет 200 грамм муки. Муку я буду вводить двумя этапами. Вначале 120 грамм муки, 1 стакан. Просеиваю и еще раз перемешиваю. Не бойтесь мешать миксером на этом этапе. Бисквит не осядет, потому что входит и сода в состав, и разрыхлитель, и кефир. И добавляю остаток муки. Сегодня торт я буду готовить одним коржом. Все тесто будем выпекать сразу на большом противне от духовки. Если вы хотите сделать торт круглым, то прекрасно можете выпечь двумя коржами, приблизительно 23-24 см в диаметре. Но сегодня я вам показываю самый легкий вариант. Этот торт, по-моему, был очень-очень распространен в 80-х. Его пекли всегда. У меня дома очень часто его пекли. И это был один из тех тортов, который я пекла, по-моему, даже в 14-15 лет я начала его выпекать уже. Он очень легкий, получится у всех. 3 столовые ложки какао нам нужно добавить. И сегодня я вам покажу именно этот торт со сгущенкой, которую я вам показала в прошлом видео, с вареной сгущенкой. Если вы ее не делали и у вас просто дома есть вареная сгущенка, кладите прекрасно вареную сгущенку. Перемешиваю какао с тестом. Я вам покажу потом, как очень даже хорошо взбивается домашняя сгущенка со сливочным маслом. Получается очень вкусный карамельный крем. Добавляю 100 мл кипятка. По чуть-чуть. Тесто должно быть жидкое, не бойтесь. Оно именно такое и должно быть. Как вы поняли, буквально за 10 минут мы уже все тесто сделали. Вот такой консистенции получается тесто. И так как торт буду выпекать одним коржом, он получается очень-очень быстро. Противень у меня размерами 30 на 40. По-моему, это стандартный размер. Отправляю все тесто на противень. И нужно будет разровнять немножко вот так лопаточкой. Тесто жидкое, оно так и так растекается, но мы немножко помогаем лопаткой. Постучу об стол и отправляем выпекаться на 200 градусов. Пока выпекается корж, займемся кремом. Для крема нам нужно будет взять 200 грамм сливочного масла. Масло у меня вот такое, мягкое, комнатной температуры. И нам нужно будет взбить масло.
Масло у нас уже побелело. Добавляю сгущенку вареную, так сказать, собственного приготовления. Если у вас нету этой сгущенки, если вы ее еще не успели сделать, добавляйте магазинную сгущенку. Если у вас нету сливочного масла, можно прекрасно сделать этот крем со сливками. Возьмете приблизительно 400 грамм сливок. Ванильный сахар. И перемешиваем миксером. Хорошенько все. Буквально 1-2 минутки нам нужно будет взбить, потому что этот крем взбивается очень-очень быстро. Видите, какой крем у нас получается? Крем очень хороший и вкусный. Корж у меня выпекался ровно 15 минут. Можно проверить вот так пальчиком, что он уже выпекся. А можно, конечно, палочкой или зубочисткой. Переношу корж на любую разделочную доску. И теперь нам нужно будет обрезать краешки. Я обрезаю с помощью маленькой досочки. Вот таким образом. Это я делаю для того, чтобы у нас все было ровненько потом. Убираем все эти краюшки, они нам пригодятся потом. Этот корж не нуждается в пропитке. Корж получается очень влажным и шоколадным. Я его разделила пополам. И нужно будет перенести аккуратно на решетку, чтобы остудить. Коржи очень мягкие. И, как я вам уже сказала, влажные. Мы их даже пропитывать не будем. Торт без пропитки получается очень-очень сочный. Эти все краешки, которые у нас остались, нужно будет измельчить для крошки, для обсыпки. Вот таким образом. И начнем собирать торт. Напишите мне, мои дорогие, кто вообще выпекал этот торт, у кого есть этот рецепт, может быть, он у вас проходит под каким-то другим названием. У меня он идет под названием карамелька. Наверное, все-таки за счет того, что в крем идет сгущенка вареная. Распределяем равномерно, приблизительно половину крема. Укладываем второй кусочек нижней стороной наверх, чтобы у нас все было ровненько. И остальной крем уже. Я ошиблась, я вам сказала 400 грамм сливок. Сливок нужно будет 300 грамм, не 400. Если вы захотите заменить сливочное масло на сливки. 300 грамм сливок. Аккуратненько обмазываем и бока. И вот таким же образом обсыпем крошечкой. Кто уже как хочет. Я его оформляю вот так как оформляла и очень-очень давно. Точно таким же образом можете оформить и круглый торт. Вот такая красота у нас получилась. Я его подержала в холодильнике. Буквально 6-8 часов где-то он у меня был в холодильнике. Сейчас я его порежу. Как я вам уже сказала, торт получается сочным, влажным, без пропитки. И посмотрите, какой он у нас на срезе. Замечательный. Красота. И очень-очень вкусно. Попробуйте, мои дорогие, испечь. Мне кажется, всем понравится. Рецепт легкий, доступный. Из самых-самых доступных продуктов, которые всегда у всех есть в холодильнике. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Пишите мне свои комментарии. Пишите мне, кому понравился этот торт, кто вообще знаком с этим рецептом. Ставьте, конечно, лайки, если вам нравятся мои рецепты. Подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Всех люблю. Всем приятного чаепития. Пока-пока. До новых встреч.